Слева от теров у двери. Аккуратно, банан. Это со светлый чел. Убил Не светлую. в спину сорет. Роман, Ашник. Еще, темный. Найс. Я приехал с Копенгагена с целью победить. Я понимал, что это мой, грубо говоря, шанс для того, чтобы мы проявили себя. И для того, чтобы я, по крайней мере, проявил себя и показал остальным ребятам, что я на что-то способен. Вот. После первой игры чувства были классные, после второй чуть смазанные, ну а после третьей меня исключили. Всем привет, друзья! Это новый влог Virtus.pro CSGO. Начинается он необычно. Мы едем в аэропорт. Едем мы не просто так. Мы едем встречать Давида. Он приземлился буквально 10 минут назад. Оттуда мы поедем сразу в практис. И потом у нас будет игра через несколько часов. Ты раз в Копенгагене? Да. Как Леха говорил, открыта новая локация. Причем необычным способом в этот раз. Как и Достан вчера говорил, ты должен быть на майндгеймсе, что ты играл уже эти игры. Так я играл такие игры. Нет, я вообще, что ты уже играл сейчас. Типа сейчас? Да нормально, как будто я фейс иду играть. Ну, матч против Into the Breach я смотрел в зале. Я тогда ходил на дорожке, с тренером занимался. Вместе с тренером мы смотрели игру. Мне позвонил Достан и сказал, что все плохо, и я должен приехать и сыграть матч на 1-2. Максимально быстро все, что мог, закинул в чемодан. И когда я прилетел, были вообще смешанные такие чувства в плане того, что сейчас я должен играть матч на вылет на 1-2 против команды MoSports. И я постарался сделать все, что от меня зависит. I have a reservation. Oh shit. Hello. Welcome back. We were just talking about you, man. И никого нет. До встречи. Но они просто не знали, что ты сейчас придешь. А им не надо писать, они должны были сами прийти, догадаться. По зову сердца. А зато, прикинь, они сейчас приходят, а ты уже здесь тренируешься. И музыка I'm the Tiger. Ну, парни были рады мне, когда они зашли в практис и увидели меня. После игры они сказали, что во время вот этих вот карт Миража Эншента против Маус они как-то оживились, то есть, я не знаю, как будто я реанимировал команду, можно так сказать. Ты поиграл? Ты еще выше стал или что? Не знаю. Здорово. Реально старичка вызвали. Приездом. Дали уже бархатные тяги? Они такие бархатные. Куда пропадал? Я? Да. А я в зале пропадал. Как ты залетел? Нормально долетел. Как ощущение? Нормально? Ну, как будто я и не уезжал никуда. Я вижу, что все в тильте. Бывает, что ты проиграл, но команда как бы понимает, грубо говоря, почему. Есть проигрыш, когда все боролись, и все как бы на нормальной волне. То есть там немного не хватило. Я чувствую, что всем плохо очень. Молчание прям гробовое. Я поднимаюсь в номер, разговариваю с Жекой и думаю, что нам делать. И я параллельно смотрю рейсы, думаю, есть ли возможность Давида привести. Потому что я видел то, что Давид, если приедет, то будет какой-то импульс, чтобы мы заиграли лучше. Общий импульс. Я не винил Санька, прям, он, наверное, сыграл средний, ну, нормально сыграл. Не хуже всех точно. Но старая система, может быть, поможет. Вот. И поговорив с Давидом, я поговорил с руководством и разрешили, чтобы Давид приехал. Здесь была ставка на то, что мы сразу включимся и цепкость вернется в игре, и мы заряженные, включенные, зайдем и как бы перевернем все, что есть.
Да я... Давид Сабет, помнишь за выход на полуплей-офф? Мы вчера смотрели на это, Заженков смотрел, на Инферно. Когда я Молотов в четверых... Короче, такая же хуйня, смог титан, и ты типа так сидишь, на тебя типа запрыгивает. Вижу, что Давид игрок, который не до конца реализовал свой потолок. Я надеюсь, что он будет развиваться и работать. Самое главное, его харизма, энергетика останется на нужном уровне. То есть, наверное, сердце команды, душа команды — это Давид. Не забывай. 1-2 и достаете черного Джокера. I will tell you that. Цели у всех игроков это выиграть чемпионат. Никто тут не сидит и не работает, чтобы просто попадать в плей-офф и отваливаться от топ-5. Это уже пройденный этап, мы все знаем, как можно побеждать, но нам чего-то постоянно не хватает. И мы никто не готов, ни болельщики, ни организация, ни мы сами изнутри, просто сидеть и удовольствоваться тем, что есть. И были варианты разные, озвученные, развития этого нашей команды. Всегда там из общих решений это смена капитанства, смена ролей, взять нового игрока, потому что с этим игроком мы будем играть по-другому, но рынок там игроков ограничен, никто там не хочет пойти, как контракты и так далее. И ты просто варишься в том, что есть, но все равно пытаешься что-то изменить. Потому что, тренироваться безрезультатно это невозможно. Ты выгораешь, и потом твоя карьера завершается, и по-любому всегда ты должен что-то менять. Просто играть и верить друг в друга это не работает, потому что в этот месяц игрок хочет играть, в другой месяц он просто ждет завершения каких-то циклов турниров, и у него уже нет настроения, потому что у него что-то случилось и так далее. Ты никогда этого не знаешь, ты не можешь, вот спустя то время, сколько я поиграл, ты не можешь игроку прям поверить в его слова, потому что он сам даже не знает, что он чувствует в этот момент. Когда ты проигрываешь, у тебя одни мысли и чувства, и он там готов на все. Спустя буквально 2 недели уже другие вообще расклады, другие разговоры, как-то так. I don't know, I think we played versus Mouse a lot before, we know each other very good, and I think it will be a game with mind games or something like that. Absolutely dreadful position to be in. Trying to see if he can walk it out. He does have a smoke, but it's not going to matter. They found him. They already got the dink off. Now the wall bangs are coming through. Не знаю как, Петь, но тебе надо как-то расслабиться. Ты прям... Петь, кайфани просто. Как по мне, плохие результаты пошли не из-за прихода Санька, а больше из-за ухода Давида. Наша команда, можно сказать, лишилась чего-то особенного в плане атмосферы, в плане сыгранности, в плане коммуникации. С Давидом у нас был абсолютно другой вайб, но я не знаю, почему так все получилось, что куда-то этот вайб пропал, вайб мейджор-винеров, вайб парней, которые неоднократно доказывали то, что они могут собраться в этот ответственный момент. И просто какая-то изюминка у нас пропала, и все. От этого и пошли плохие результаты. Послужили все эти поражения, я считаю, не только из-за того, что были какие-то внутренние проблемы, но и игровые. Мы уже не были теми игроками, которые мы были до этого всего времени, до Бласта, до Абу-Даби. И я считаю, каждый из игроков на какой-то момент потеряли самих себя. Абсолютно все начали плохо играть, и произошел реально какой-то шок в плане игрового плана. А из-за того, что происходил шок в плане игрового плана, происходил шок в плане морального. И все это накатывалось как снежный ком. Я не сказать, что чувствовал прям такую боль и обиду из-за поражения, потому что, наверное, я не сыграл вот этих первых 3 матча. Да и в целом я уже столько обидных игр проиграл, что, может быть, у меня уже выработался какой-то типа иммунитет или что-то по типу такого. Не сказать, что мне было прям так обидно. Я больше старался как-то поддержать пацанов, потому что, зная, сколько они тренировались и готовились к РМРу, я думаю, что ни одна команда, которая здесь на РМРе, столько не готовилась, сколько они. И считаю, что они просто
перегорели эмоционально, физически и ну, просто устали, поэтому, мне кажется, было много игровых ошибок. Я считаю, мне не хватило игровой практики, вот этих лан-турниров, потому что я приехал и, можно сказать, сырой, сразу сел за компьютер играть. Ну, на Ancient, я думаю, просто поплыли уже за теров. Там сложно было после проигранных важных раундов. В Копенгаген я прилетел с мыслью побеждать, если честно. Других мыслей у меня не было. Мне было, ну, неважно уже. Решение приняли, что о нем думать. И особо сильно я не захламлял об этом голову. Может быть, где-то в глубине души я об этом думал, но сюда я приехал с мыслью побеждать, выходить на мейджор. И все. Соул была нормальная игра. Особо даже нечего спорить. Выиграли. Где-то просто, наверное, на классе. Следующие игры, они были нелегкими. Мы камбэкали. И уже во второй половине, имея преимущество по счету, по экономике, мы закидываем эти игры. И это для меня вообще не свойственно для нашей команды. То есть я бы принял, не знаю, в калитку разгром. Я принял бы там какие-то другие вещи. Или там с какими-то мы бы очень сильными командами, может, играли. То есть на каких-то РМРах у нас намного выше уровень соперников. А тут, понятное дело, что Б1, но в тяжелых моментах мы всегда могли перекрутить и выиграть. А тут я чувствую, что мы просто не хватает. Я чувствовал какой-то, ну, не безнадежность, чувствовал, что вообще все плохо. Я вижу ошибки, которые вообще низкосортные. Ладно, ошибки. Их очень много. И состояние просто такое невнятное, неуверенное. И это меня больше всего. Если я бы чувствовал, что все идет там окей, команда на одной волне даже проигрывает, но команда не на одной волне проигрывает. Алло. Меня слышно? They don't hear me. Я не слышу. В Копенгаген я приехал как на обычный чемпионат. У меня нет каких-то... Ну, как обычно приезжают на мейджор. Ну, мейджор, да, но для меня нет такого, что он последний чемпионат, потому что, ну, другая игра, она очень похожа на эту игру, как будто это одно и то же. Ну, конечно, это другая механика, но ощущение, что это не там конец эпохи CSGO, просто там другое новое глобальное обновление. Но опять же, я был эмоционально выжат уже на EPL, мне кажется. Вот этот спад командный, тоже фактор выгорания всеобщего. То, что мы, вот даже, да, мы делаем замену такую зимой, и никто из нас там не отдыхал. Мы потому что поехали там 5 января сразу тренироваться, чтобы на Катовице выступить достойно. И из-за плотного графика турниров, из-за того, что у нас после Катовицы сразу первая группа EPL, мы там буквально неделю, что ли, были на буткемпе, чтобы эти перелеты в 24 часа. Ну, короче, там много всяких вытекающих, того, что ты даже не ощутил какое-то время общее между турнирами, постоянно должен держать себя в форме. Эти поражения не свойственны нам никак. Ни по статусу, то есть те ошибки, которые мы допускаем, они ни по статусу, ни по опыту, ни по чему, ни по тем тренировкам, ни по тому времени, которое мы уделяем, оно не соответствует. Это как шок-позор, но это все равно мейджор, ты надо 3 победы. Ты себя так настраиваешь, ты не думаешь ни о чем, у тебя еще там ментальность, ну, грубо говоря, победителя после последнего мейджора. Ты думаешь, ты с любой ситуацией камбэкнешь, потому что это Counter-Strike. В этот день мы все плохо нажимаем и принимаем решение, в следующий день все будет нормально, потому что, ну, что-то произойдет. Тоже немаловажный фактор, который сыграл. Мне кажется, вот чтобы все зрители понимали, там, по каждому, да, там, начиная там с меня, там, с мая месяца 22 года по нынешний день
мы находимся на постоянном турнирном буткемпной жизни. То есть я был дома, ну, наверное, дней 5. Не знаю, ну, неделю, может быть. Я даже... Это касается меня. Там Петя, как приехал там К-23, вроде бы 2 года назад, так в этой жизни он живет. Летом 22 года у нас был уход там Тимы, Марека, и у нас было лето, и были силы, чтобы сидеть, разбирать, ставить базу, развиваться. А тут короткий срок, тут, мне кажется, накопилось в хлам много плохих эмоций. Просто эмоций, выгорания. Не хочу на это ссылаться. В любом случае, мы должны уровень РМР проходить при любых раскладах. Мне кажется, то же самое сейчас испытывают Фейс. Вот они выиграли Intel Grand Slam, да, вот, и типа сейчас типа они играют 2-3 Last Chance. Это тот момент, где мне как тренеру, как, наверное, всем нам надо научиться делать правильную нагрузку. То есть мы не можем постоянно в таком режиме сидеть. Скрой. Скамейка. Скрой, вместе. Хорош! Молодец! Это Дэвид, погнали. Пикает. Хорош. И выжди. Еще один пончик. Звук. Тебя не читает, наверное. Ставит под КТ. Вчера ты можешь выиграть Rio Major, на следующий турнир ты можешь проиграть турнир абсолютно с крахом. И после этого краха в Абу-Даби наша команда чуть-чуть пошатнулась в плане решений, и к тому моменту мы убрали Давида. На моменте это было очень тяжело, потому что мы говорили там не 1 час, не 2 часа, это обсуждалось день, 2, и в конце концов это оказалось неправильным решением. Я прилетел с такими мыслями на этот мейджор, что мы с легкостью пройдем 3-0. Я даже в этом не сомневался. Даже когда мы сыграли против Соу и проиграли Бейт, я до конца был уверен хотя бы, что у нас будет, все, 3-1. Но, к сожалению, так не произошло. Произошел какой-то шок в виде того, что мы проиграли Into the Breach, и потом нам нужно было играть против Маус. И такого я уж точно не ожидал. You guys, last major, how were you feeling off the back of it? I'm sorry for letting everyone down. Last major, winning it, and now out of just. Okay, well, we'll leave you to get back to the guys. Unlucky once again. Looking forward to see what you guys do moving forward. Do you feel like you were good enough to still be at the major after a couple of games? Thank you for doing it. Thank you. Thank you. Женя не надо! Хорош! Молодцы! Давай, Жек. Молодец. Хорош, Жек. Хорош, пацаны. Ну, мы пришли к тому, что надо по-любому что-то менять. Но, то есть, не вариант было дальше играть так, потому что теряешь время. Тогда мы еще не знали, что будет новая КС, и мы думали, что там этот цикл завершится, будет следующий, и ты к нему уже с новым опытом и с игроком подойдешь. Этот цикл постараешься выложиться на максимум, построить базу, но потом уже следующий цикл ты будешь сильно комфортно себя чувствовать, потому что за тот период, в котором мы тренировались и играли, мы все равно уперлись в потолок. Мажор это, конечно, типа круто, но надо понимать, как мы его выиграли, почему мы его выиграли. Мы изнутри понимаем, что стало основополагающим в этом результате. И все уперлось банально в роли. Нет у нас в команде, вообще в роли систем. Я не знаю, игрокам, зрителям тяжело, наверное, понять, но и вообще в целом это тяжело, наверное, осознавать, но как бы капитан-снайпер это вообще другое. Это не то, как люди привыкли обычно видеть. Это не Хукси, Нафаня, Бумыч, Керриган. Это вообще другая система. Тут намного все сложнее и намного больше надо факторов, которые должны сойтись, чтобы эта команда играла. Такая команда была одна, это был Fallen. И Колзера, Фер, и что-то должно быть супер. Игроки должны быть супер крутые, заряженные, и у вас должна быть синергия. Поэтому всегда вечно ты в этих мыслях, капитанство.
но там, она там, замедляет твою атаку и так далее. Ты не можешь просто взять все в свои руки, побежать, какую-то зону важную занять. Ты не так сильно руководишь игрой, когда ты на снайпере. Все равно твоя задача это забирать там диагонали, грубо говоря, где-то искать энтри, но фундаментал КС все равно другой. И это вот то, к чему мы пришли, что нам все равно необходим тот игрок, который будет мне как правой рукой. Но таких игроков на рынке просто нет. Ну, сколько бы... Ну, был Марик, есть Флит. С Мариком я работал 2 года, и только под конец мы начали как-то друг друга понимать, находить взаимосвязи, но и то он еще тогда был не совсем зрелый, и где-то мы не понимали друг друга. С Флитом тоже, мы только год играем вместе, а чтобы такого игрока найти, надо очень много времени вложить в него, и чтобы вообще у вас была синергия, чтобы вы понимали друг друга. И пришли к тому, что вот есть Кайрон, вроде как звездный игрок, вроде как напоминает нам Марика по там каким-то основополагающим характеристикам, то, как мы видим, как мы представляем этого игрока, который бы к нам подошел, плюс он молодой, плюс у нас будет хороший контакт, и решили попробовать. Почему нет? Потому что цели-то большие. Чел пончики на GKS встретит. Уже будет потом молик. Два пончика. Иксом есть или нет? Два пончика. Подходите, два пончика будет. Готов. Красный. Диагональ и пончик. Мы играли против B8, мы понимали, что единственный их шанс выиграть у нашей команды, которая является выше классом, как бы ни для кого это не секрет, что они будут делать те действия, которые мы от них не ждем, и Б, это что они будут нас перестреливать. И мы начали со счета 9-1, за счет того, что ребята банально рашили точки, а мы не могли принять эти действия, хотя, казалось бы, это АБЦ. Не знаю, просто заходили не в фокус. В индивидуальном плане я хорошо оцениваю Санька, когда к нам он пришел. Ну, он по-любому отличается, чем какой-либо другой молодой игрок, который к нам мог прийти. Индивидуально, механически он был очень крутой. И в плане опыта можно сказать, что он даже и достаточно быстро учился. Просто ему нужно было больше времени, чтобы зарекомендовать себя. И из-за небольшого количества времени нам было тяжело это реализовать, потому что у нас был турнир за турниром. Мы хоть и тренировались как не в себя, но все равно этого было недостаточно. 15. Под ковров играй. Я позвонил Давиду, говорю, что делаешь? Он говорит, я на дорожке. Давай, я говорю, ты нужен. Он говорит, 100%. Я говорю, да. И я поговорил после этого, подтвердил с ним, взяли билет, он прилетел. Я до сих пор не жалею о том, что он приехал. Я рад его видеть. Я понимал, что важно было именно вот этот матч выдержать. Потому что мы бы, мне кажется, раскачались по турниру. Дослан пришел в номер, сказал, завтра Давид играет. Все. Вот так и узнал. Все. Это был последний матч. Прощальный против ITB. Грустно так заканчивать, но такова жизнь, ничего не делать. Не, по-человечески я понимаю его максимально. Я понимаю, насколько несправедливо все происходит вокруг него, что он приходит в команду, с него большой спрос, ему тяжело, и в момент, когда... в конце выясняется, что в него не видит команда, они хотят взять старого игрока. По факту. Да, и это не может не обидеть. Там, будь я вот на его месте сейчас, даже если мне 24, я выиграл менеджер, мне тоже было бы обидно. Но это первое время так. Но для него все равно, я считаю, это большой плюс. Его взяли, с ним работали. И ладно бы, если бы его взяли, и на него не тратили время, и все было, пустили его в самотек. Но с ним очень много работали. С ним, основная работа, которая у нас была за эти 3,5 месяца, это помочь ему чувствовать себя комфортно на его ролях. И как будто по ощущениям флешка издалека была. Они просто по ходу играть, потому что он на бэт пойдет. И тот момент, когда ты лег кофе 1 в 3, если ты бы комнату пикнул, он меня бы не убил. От себя я жду, наверное, пересмотр каких-то вещей в себе, отношения, я не знаю. В принципе,
осмыслить нужно все. И быть еще более взрослым и целеустремленным, я не знаю. Ну и побеждать. Спасибо вам. Я читал комментарии, я видел, что меня поддерживали. И, безусловно, я рад, что я могу выступать теперь в основном составе, так еще и под названием Virtus.pro. И продолжайте, пацаны, болеть за нас. Обещаю, мы постараемся вернуть то, что было на мажоре, вот эту команду, реанимировать и показать хорошие результаты. Ну, во-первых, нужно определиться с составом. Я верю и вижу стабильный состав, который сейчас нам нужно будет возвращаться опять топ-15, наверное, топ-10. Ну, короче, это цикл, с которым мы начинали, мы вернулись к той же точке. Получен опыт. В киберспорте без этого никак. История, которая, наверное, завершится. Будет новая история, новая игра. CSGO умирает. Надеюсь, что мы дальше будем радовать вас, пробиваться на чемпионаты, показывать хорошие результаты. И знайте, что цель только топ-1. В организации Virtus.pro других целей нет. И мы сделаем все, чтобы победить на чемпионатах. Я хотел бы сказать, что, ребят, не отворачивайтесь от команды. Первое. Второе, это что такая замена, она вынуждена, и ребят в этом винить не стоит. Третье, что отворачиваться от меня тоже не стоит. Не было никакой токсичности, не было никакого лицемерия или недоработок с моей стороны, не было у меня ни с кем конфликтов. Я неплохой человек в этом плане. Как бы можете у самих ребят спросить об этом. И хочу, чтобы вы остались фанатами Virtus.pro, и что этот РМР это просто неудачная оплошность. И хотел бы сказать go, go, go. Окей.